Привет, Вика! Привет. Дай пятюлю. Наконец-то мы... Наконец-то мы на горе. на горе, в Патагонии, господи. Они снизу там где-то. Не снизу, там где-то, да. Круто. Вика, мы с тобой уже знакомы, но для наших подписчиков давай представься, расскажи немного о себе. Кто ты, откуда, чем занималась или занимаешься. Ну, так, кратко. Меня зовут Вика, как уже все поняли. Да, по образованию я журналист, редактор печатных изданий. Карьеру свою завершила в 2011 году в связи с событиями на Болотной площади. Ага. Потому что продолжать Так. дальше было опасно. Мы работали с лидерами общественного мнения, которые выводили, в частности, на проспект Сахарова и я понял. на Манежную площадь. Через лидеров общественного мнения нам нужно было привести максимально большое количество народа. Вот, то есть лоббировали оппозицию. Вот. И после того, как все это завершилось известно чем, нам позвонили известно откуда, и мне сказали просто потому, что, из Следственного комитета ребята были очень хорошие, просто люди. Они сказали: уедь из России так долго, как ты сможешь. И я уехала. Вот 6,5 лет я прожила не в России. 6,5 лет? Да, 6,5 лет я прожила не в России. Соответственно, больше я не могла заниматься никаким другим трудом, кроме как ходить в походы, потому что это второе, что я умею. Вот. Журналистика это невозможно, да, заниматься, потому что пишу я только, владею вокабуляром хорошо только на русском языке. То есть английский у меня разговорный, но ни в коем случае я на нем не пишу и никогда, наверное, уже не буду, хотя кто знает. Вот. Да. Соответственно, с проблемой освоения других профессий я столкнулся еще в 2011 году. То есть как раз когда встал вопрос, чем дальше заниматься? Да, естественно. То есть были какие-то деньги, понятно, я там работала, но деньги свойственно заканчиваться деньгам. Абсолютно. Да, и нужно было принимать какое-то решение, чем заниматься. И я выбрала заниматься тем, что я больше всего люблю. Я с 5 лет хожу в горы. У меня отец альпинист, имел свою компанию в 90-е, до 2004 года у него была своя компания. Я там у него подрабатывала, когда была студенткой, соответственно, у меня была лицензия сначала младшего инструктора, потом так далее, там инструктора на категорию, да, и в Индонезии я начала сначала водить людей по вулканам, а потом не только. Индонезия. Да, потом не только Индонезия, там пошла Калимантан, гора Котакинабалу, потом мы поехали в Индию, потом мы, естественно, поехали в Непал, потом вроде как пришла новость из России, что можно вернуться, у меня родители, собственно, оставались. В России мама пережила операцию на сердце. В 2017 году я приехала, но уже центр России для меня был закрыт. Я поселилась во Владивостоке, да. Владивосток. По причине того, что Подальше. Владивосток подальше. Но Владивосток достаточно демократичный. Да. И во Владивостоке, мы тоже занимались тем же, чем занимаемся здесь. Плюс еще работали в аутдорной сети, продавали снаряжение, экипировали людей на высокие горы, на все, на пик Ленина, на Эльбрус, на все. То есть у вас профессиональная с двух сторон. То есть вы, с одной стороны, знаете, какая экипировка нужна, с другой стороны, вы еще и сами ходите, сами этим занимаетесь. Да, так скажем, прямо предельно много ходить мы начали уже, когда я второй раз покинула Россию. Вот, потому что, опять же, деньги, нужно откуда-то брать деньги, если в России можно было работать с кем-то, с какими-то партнерами, получать деньги от них, то за пределами России ты должен что-то зарабатывать, да. И, собственно, второй раз я покинул Россию 26 марта, и вот с этих пор мы уводим очень 26 много. марта 22-го? 22-го. И вы улетели в Турцию, насколько я Да, потому что, это был единственный способ хоть куда-то вылететь. Билеты были очень дорогими, их было не просто купить. Да.
Вот, мы вылетели в Турцию как единственное место, где, ну, куда мы можем вылететь. И, соответственно, начали, у нас был сезон с апреля до 7 января, да, как мы купили билеты в Аргентину, мы водили 5 групп в неделю в Турции, вот, россиян тоже, мигрантов. Ну, редко Британия там, или немцы, или французы, реже. Но при этом вы имеете все там сертификаты, лицензии, то есть вы Да, этим конечно. занимаетесь профессионально. Конечно, да. И то же самое вы хотите сделать здесь, в Аргентине? Да, нам придется Круто. лицензироваться, потому что Аргентина, как и Америка, она не признает чужих лицензий. Вот, то есть нужно отучиться, получить лицензию Министерства туризма, и после этого ты можешь вот здесь водить людей. То есть ничего такого особенного, нормальный этот как бы, путь, по которому идут все страны. Да, согласен. То есть 26 марта вы улетели в Турцию, но вы улетели не все втроем. Нет, Василий, улетела я одна, потому что, с 2011 года, понятно, что... У тебя уже был особо... Да, и я понимала, что ничего не будет хорошо, и в перспективе там многих лет ничего не будет хорошо. И когда первых будут загребать таких, как я. Да, то есть я понимала, что ко мне придут первый. Причем меня не спасет, что я в Владивостоке, потому что это будет массированно. Да, это будет массированно, это будет по всей стране. Вот, и я до сих пор считаю, что, мы очень близко стоим, да, к выстрелу, да, в голову собственным. То есть пока они, этим всем закончится. И, естественно, я очень боялась, что объявят военное положение. Я не смогу выехать за пределы России, причем мы даже рассматривали варианты, как я выйду через Казбек, через северную сторону, да, либо это через Тхуачарское ущелье. Господи. Да, вот. То есть это прям мы реально, я реально, да, вдумывала, что если они закроют, то мы пойдем вот так. Вот. Но, слава богу, все, улетели в Турцию и, да, прожили 8 месяцев в Турции. 8 месяцев, обалдеть. Но, если я правильно помню, ребята чуть позже прилетели. Да, ребята прилетели ко мне чуть позже, потому что они до последнего надеялись, что они смогут что-то сделать в России. Ну, в общем, после 21 сентября все стало совершенно ясно. Абсолютно, да, абсолютно ясно и понятно всем. Но они тоже начали каким-то образом уже думать о том, что нужно покидать. Почему, вот ключевой вопрос, почему Аргентина? А выбора особого нет. Выбора особого нет, я хочу сказать. Почему? Выбор всегда есть. Да, выбор всегда есть. Люди, которые, имеют, допустим, удаленную работу сейчас, особенно, даже удаленную работу в рублях, вот, или удаленную работу в долларах, тем более они, так скажем, могут еще выбирать, да, потому что Турция, Грузия, Армения – это очень дорогой угол сейчас. А сейчас это вообще... Казахстан, Баку тоже, то есть русские мигранты везде, они делают рынок, они поднимают деньги, и находиться там, не так-то как бы дешево стало, как раньше, да. То есть, если у тебя только накопление, а нет каких-то поступлений, ты долго там не протянешь. Вот. А мы пытались лицензироваться в Турции, и это гиблый путь. Лицензироваться как ВНЖ получить? Мы пытались взять Турсап. У них единственная лицензия на туристические услуги. Да, она называется Турсап. И это очень странная ситуация, потому что, как мы знаем, там у нас есть ОАО, у нас есть там ООО, у нас есть ИП, и люди платят разные уставные взносы и, соответственно, облагаются по-разному налогами. Туркам без разницы. То есть... Будь у тебя 5 отелей и транснациональная туристическая компания All Inclusive, и будь у тебя маленькая трекинговая компания, ты платишь одинаковое количество налогов, да, и одинаковое количество, соответственно, уставных взносов. Они не такие большие, на самом деле, можно было бы это сделать. Но мы уткнулись во второе требование турецких властей. Оно конкретно говорит о том, что мы должны взять на работу 5 турков. Это обязательное условие. То есть, если ты берешь на работу, допустим, если я беру на работу Васю, да, я должна взять 5 турков, а потом еще Иру, я еще должна 5 турков. Нифига себе. Вот. Все бы ничего,
Вот. Я не имею никаких предрассудков, но дело в том, что турки не работают. Мы пробовали, мы брали парней, собственно, турецких, которым говорили, что мы будем водить их в горы, что мы даже сделали одному паспорт иностранный, да. Там 25 лет человеку, он не имел никогда загранпаспорта, и я ему сделала загранник, вот. И тем не менее это не помешало ему, допустим, моя группа стоит, ждет, я ему звоню, мы ему все звоним, он не берет трубки. Опоздание там уже 11-15 минут, там 20 минут. Наконец он берет трубку и говорит: ну что же ты мне звонишь? Я же жду свою девушку. И я понимаю прекрасно, что если бы за мной стояли турецкие туристы, я бы повернулась и сказала, да, что как бы наш водитель ждет свою девушку. И они сказали: да, хорошо, мы подождем. Да, клиенты русские. Да, клиенты были русские. Они не поняли ничего. Да, ну и второй, конечно, момент. Турецкие ребята не говорят по-английски. Да. Это плохо. Вот, потому что это плохо, и они могут, допустим, остановить машину после ночного трека и сказать: я пойду попью кофе с женой, ничего, вы меня подождете? И все такие: очень интересно. Да, то есть мы уперлись вот в это вот требование, мы поняли, что мы не можем с ними работать, и значит, мы не можем работать вообще, а значит, нужно искать что-то, а где еще искать, если мне вернули загранник из всех европейских консульств. То есть визу русским... Я пробовала в Грецию, в Германию и во Францию. Везде был отказ. Я пробовала найти слоты. Мы покупали там телеграм-боты, которые записывают нас собеседование в Штаты. Да, у меня много шенгенских виз. У меня была американская виза. То есть история позволяет. Да, то есть у меня прекрасная travel story, там 72 страны, 72-я Аргентина, вот, то есть для миграционного офицера я очень положительный герой, вот, но, вот как бы везде отказ. Причем я даже писала в консульство США, я говорила: почему у вас нет слотов? Они говорят: мы перегружены. Миграционная ситуация ужасающая. Да, у нас кризис там на мексиканской границе, у нас кризис в каждом эмбасси, так что, в общем, подожди. Подожди. Но при этом я знаю, что аргентинцам дают 10-летнюю визу в Штаты. Да. Если ты имеешь гражданство Аргентины. Да, то есть это было, прекрасный аргентинский паспорт был первым, чао. Чао. Наши друзья просто. Nuestros amigos, да. Nuestros amigos. Так, и... Да, собственно, и он открывает все страны, которые мы потеряли после вторжения России в Украину и после того, как русский паспорт стал ничем в мире, да? То есть он открывает нам путь там, где мы были, где мы могли зарабатывать деньги, где мы могли иметь хороших клиентов. Вот. Он открывает нам путь на мировые треки, которые мы сами очень любим, потому что мы этим горим, мы любим ходить в горы. Мы не хотим терять добрую половину мира, да, и там ездить только в Африку куда-то. Вот. Поэтому Аргентина была выбрана. Поэтому я еще выбирала по той причине Аргентину, что здесь гораздо лучше ситуация с медицинской помощью, чем в Турции. В Турции она очень дорогая. Все очень дорого, да. Я ломала в Турции плечо, меня поставили вывих, и как бы оказалось, что это перелом, причем не перелом, а со смещением. С меня еще взяли за это деньги, я еще 300 тысяч заплатила в Питере в реабилитационном центре, да, за то, чтобы мне вернули руку, а я без руки, как бы, я кто? Я никто. Конечно, да, я никто, то есть не жемарить, да. ничего я не могу. Вот, поэтому, да, медицинская помощь, здесь действительно окажут помощь всем. Это будет не быстро, но они ее окажут. Это правда. Да, и она будет хорошая. То есть даже если это будет онкология, они вылечат, они будут лечить от онкологии. Вот, и как бы стоимость жизни гораздо ниже. Ниже. Да, и, конечно, еще и потому, что я хорошо знаю историю Аргентины, и я знаю, что это люди, которые боятся диктатуры как огня. Они действительно этого боятся больше всего. Вот недавно был же у них День памяти, да, собственно, 24 марта.
Ну, последняя причина, я не знаю, но будем считать, что мы все как бы уже отходим от российского менталитета, да, последняя причина, по которой, ну, она может быть и первая, я не знаю, но это одна из очень важных причин весомых. Почему Аргентина? Потому что, ну, я отношу себя к людям нетрадиционной сексуальной ориентации. Это единственная, ну, страна сейчас из доступных, где я могу зарегистрировать брак со своим любимым человеком, Безусловно, где я могу да. иметь детей и не бояться, что у меня их отнимут. Вот, то есть это как бы страна, которую я вижу, ну, своей, потому что здесь легализация однополых браков. Ну вот, то есть Да. это тоже, да, это тоже причина, и как бы она очень весомая, потому что я хочу быть Да. полноценным членом общества, это очень важно в этой жизни. Ну Я тебя полностью поддерживаю Да. в этом вопросе. Это очень важно, чувствовать себя не человеком второго сорта. да, Не, я, как я многие просто это считают. говорю, да, потому что иммиграция в Аргентине российская, она в подавляющем большинстве своем гомофобная. И это проблема. Как сама Россия. Как сама Россия. То есть люди бегут от режима и сами начинают сами продуцировать, да, продуцируют режим здесь. уже здесь. То есть иногда даже не прикрыто на улице, когда ты идешь, или там, когда наши друзья ходят, они начинают обсуждать, что вот идут эти пидоры, Да идут ладно. эти В лесбухи. Аргентине? Да. Я это слышала от русских. Обалдеть. От русских, которые здесь против Которые России, сюда, да, которые здесь поддаются, там, я не знаю, на политическое беженство. То есть они сами, эти люди, и есть режим, который Режим от просто, режима, да, который мы здесь да. создаем. Но это проблема, наверное, ментальности русской. Я даже не знаю, как это объяснить еще, потому что... Это проблема того, что если вообще русское сознание, оно идет по пути упрощения. Нам проще все упростить, Да. понимаешь? Зачем нам принимать узбеков в свое комьюнити? Это же узбеки, нужно же понимать их язык, их культуру. Почему они говорят «ты красивый такой, девушки»? Знаешь почему? В том Красивый, же самом потому что языке у них, да. нету женского рода. А мы смеемся над ними, да, и не понимаем. А вы попробуйте выучить испанский язык, Да. допустим, да? Вот сейчас мы все оказались в ситуации, когда нам нужно искать другой язык. Я посмотрю, как ты будешь говорить. То есть вот это вот, да, зачем нам понимать геев, да, зачем нам в этом разбираться? Давайте мы лучше скажем, что это плохо, это развращает наших детей, вот, потому что это сложно. А вдруг мой ребенок такой станет? Это же придется разбираться, понимать Почему, в этом, откуда? понимаешь, да. Что, оказывается, люди могут любить там не просто женщин, да, или просто мужчин. Они могут любить там просто человека, да. Это же нужно определенный уровень духовного развития, интеллектуального 100%, иметь. Тогда это конечно. нужно учиться, понимаешь? Нужно что-то понимать, рефлексировать, пропускать через себя. Это огромный труд. Нужно поставить огромные эмоциональные Просто- затраты, да, сюда. У нас идут, да, я, наверное, соглашусь с тобой, что Это по пути лень. наименьшего сопротивления, Это типа, лень. это плохо, отметаем в сторону. А жизнь сама по себе – это бесконечное усложнение всего. И поэтому мы здесь имеем главную вот эту проблему, да, когда мир развивается, а мы в обратную сторону. Да. Это правильно. Такую интересную мы с тобой тему затронули, конечно. Но смотри, совпали ли твои ожидания с реальностью про Аргентину? Вот ты много всего знал историю, знал, что здесь легализованы ЛГБТ-браки, что здесь будет комфортно, хорошо. Ну вот совпала эта картинка или все-таки есть что-то, что не очень близко? Не очень близко. Нет, абсолютно все совпало. У меня нет каких-то разочарований, допустим, в этой стране. Я понимаю ее менталитет. Вот. То есть меня не раздражает стоять в очереди 25 минут, Да. условно говоря. Тоже. Вот. Меня не раздражает то, что они считают семью, дом и личную жизнь главенствующей над работой. Вот. Да, мы говорили с Ирой, кстати, на Об этом. похожую тему. Да. что То здесь
они не ленивые, как многие считают, а наоборот, у них ценности другие. У них другие ценности, абсолютно верно. И это хорошо на самом деле, потому что то, что они беднее нашей страны до войны, да, это, конечно, да. То, что они не будут вгрохивать пол своей жизни в то, чтобы на дядю горбатиться, это, конечно, да. Но у них страна развивается. Посмотри на Буэнос, это европейский город. Да, кстати, вот Буэнос-Айрес, я бы не сказал, что это город там страны третьего мира, что это там, да, есть нюанс, там грабители, там еще что-то на улицах, разбой, но это как-то, это пытаются контролировать, они это делают неплохо, и у них, ну, сам город, даже архитектура, там все, это же Европа. Да, это Европа. Ну, там про криминал очень много, да, там вот убили мальчика в Палермо за то, что отдали телефон. Так они убили мальчика и говорят об этом. А у нас убили мальчиков и не говорят об этом, понимаешь? То есть это вот как бы тоже... У нас в России куча криминала. Заедь в какую-нибудь Могочу, там сосед каждого соседа бутылкой бьет по башке каждый вечер, и мы не говорим об этом. Нет, у нас нет проблемы, да. Ну вот. Второе, как бы у этой страны офигенный потенциал, я считаю. У нее офигенный потенциал, да, у нее очень плохо с экономикой сейчас, но это не вечно. Я тоже думаю, что нет. Да, то есть это не будет вечно, и видно, что эти люди хотят жить лучше. Да. Я знаю очень многих аргентинцев, вот сейчас у меня сестра просто живет в Польше и тоже ну, находится не в самом лучшем положении, как и все мы, тем более, что она живет в Польше. Польша, да. И как бы я ей прислала сначала банковскую карту из Турции, имитированную свою, теперь нужно прислать смс-ку. И везут мне эту симку аргентинцы, которые, собственно, работают в Польше. То есть они говорят по-английски, они еще и говорят по-польски. Они работают в Аргентине, они работают в Европе. А здесь у них свой бизнес, конная ферма. Блин, круто. В Ушуае. То есть ребята с огромным потенциалом, они двигаются в сторону как бы Америки, в сторону Европы, они хотят жить лучше. Да. Вот, да. и они при этом свободны, поэтому у них все абсолютно получится, я уверен. Ну, плюс здесь, несмотря на то, что есть прослойка русских, которые некорректно себя могут вести, действительно едут в основном люди-то с головой на плечах. Но я буду очень рада помочь аргентинскому народу всем, чем могу, и всеми своими налогами, чтобы в этой стране, да, как бы было лучше жить, за то, что она для меня сделала. Вот. Но конкретно эта страна для меня кучу всего сделала, то есть она мне дала убежище, она мне дала язык, она мне предоставила бесплатно адвокатов, и здесь не было ни одного человека, который бы меня послал. Хотя я не говорю по-испански, в отличие от узбеков, которые говорят по-русски. Хорошо. Сравнение очень похоже на нас здесь сейчас. Слушай, здорово, но вот мы сейчас находимся в Патагонии. Да, мы сюда втекли. Вот. Что еще успели посмотреть в Аргентине или пока? Да, на самом деле мы очень мало что-то успели посмотреть, потому что мы были только в Буэнос-Айресе, и это достаточно сложный процесс легализации, то есть снять квартиру, там, переехать, найти какие-то магазины, где ты можешь покупать еду, да, которую тебе нужно. Вот. Потом дождаться адвокатов, подать документы. И вот только после того, как мы это все сделали, мы уже смогли когда-то поехать. Но я думаю, что сейчас будет полегче. Ну, я думаю, да, сейчас мы уже так втянулись в этот процесс. Даже мы с вами пошли, о боже. Я хочу в Лабоку, допустим, попасть. И, да, мне нравится мясо. Я хочу пойти посмотреть, как живут рядовые, да, там, товарищи, да, рядовые мясники. Но я боюсь, мне это много будет стоить, поэтому я пока не иду. Я думаю, да. Блин, слушай, ну классно, мы начали этот процесс уже изучения. То есть, если я правильно понял, вы хотите здесь организовать свою компанию, которая будет заниматься туризмом по большому счету? Да, мы будем водить трекинг и, скорее всего, высокогорный трекинг еще побольше, потому что на трекинг лицензию получить легче, а на высокогорный трекинг это чуть-чуть подороже и чуть-чуть подольше процесс.
И желательно иметь гражданство Аргентины. Желательно иметь хотя бы ДНИ. Ага. Вот, не обязательно иметь гражданство Аргентины, с Просто ДНИ, же да. по-русски, по-старорусски. Ну, то есть мы хотим здесь, мы и в Турции как бы хотели все сделать легально, но все пошло не так, вот, а здесь тем более хотим сделать легально, потому что, ну, как бы обманывать страну, которая тебя приютила, вообще очень не айс. Да. Вот, то есть именно, ну, как бы такое вот желание сделать все по-хорошему, вот, то есть и работать, ну, честно, открыто. Ну, по-честному, да, открыто. почему нет? Налоги, да. Да. И я вот полностью вас в этом поддерживаю. Заплати налоги, живите спокойно. Заплатил налоги даже. Вот это российская пропаганда. Да. Знаю, что вы долго жили в Турции, как ты уже говорила сама, занимались там трекингом. Чем вот самое главное отличие Турции от Аргентины? Ну, в Турции всего один мировой трек и одна мировая гора. Это Ликийская тропа и Арарат. Это вот в плане, я имею в виду для всех людей, которые любят трекинг, по ценности, да, вот как это, там по какой шкале, да, будем мерить, да. Вот, то есть Турция изначально считает, что это для начинашек. То есть типа Как Ликийская тропа достаточно простой маршрут, который может пройти каждый человек, кто никогда не бывал в горах. И я, кстати, тоже первый из мировых маршрутов, который я прошла, была в Турции. Он самый дешевый. Он самый доступный, он доступен абсолютно для всех, для стариков, для детей, там, для беременных женщин даже у нас ходили, все, в общем, для всех. Так и Арарат является горой пятитысячником, одной из самых легких для восхождений и технически несложных. А Аргентина в этом плане это, конечно, легенда. Потому что здесь треки мирового уровня, здесь вершины мирового уровня, ну, Аконкагуа, да. Минимум, Ты взошел на Арарат, и ты зашел на Аконкагуа. Да. Вот, то есть здесь Фицрой, здесь огненная земля, вот, здесь Патагония, то есть рынок больше. Денег больше, да. Это, ну, там по Аргентина, конечно, круче, однозначно. То есть, ну, быть в Патагонии – это не то, что быть в Турции. Это безусловно, да. Хотя Турция – это далеко не два трека, там не корейская или кийская тропа, и далеко не всегда Арарат. Мы набили 9 маршрутов новых в Турции, в том числе и маршруты по нацпарку Сакликент, которые просто никак не используются. То есть в системе 7 карстовых озер, 2 трехтысячника тренировочных к Арарату. Это в Турции? Да. Между ними треки, хочешь однодневные, хочешь многодневные, с переходами, с перепадами высот. Они никаким образом не используют нацпарк Сакликент, кроме водопада, это ущелье Сакликент, да, куда все ездят, и все. То есть они вообще не освоенный парк, хотя там можно было приложить малоровые маршруты, поставить эти их кибитки, где бы они получали денег за свои чебуреки, да, там за мороженое, там за Кока-Колу и так далее. Там можно было тоже сделать вот такие же вот шелтеры, да, в котором мы сидим и получать за это деньги. Нет. Нет. Никто этим не занимается. Ну, это, наверное, лень, да. Да, и это только, я имею в виду, побережье Средиземного моря, а есть же еще Бурса, а есть еще Мардин, а есть еще не Каппадокия, а второй регион, который менее популярен, забыл, как называется. Ну, что, например? Я не помню, как он называется, этот регион. Ну вот все ездят в Каппадокию, а есть еще один такой регион, в который не ездит никто. Условно говоря. Есть Артвин, это на границе с озером, где... То есть там не только Арарат, там куча маршрутов тоже. Они это не юзают. Вообще не юзают. Вот, то есть, почему? Ну, потому что это турки, потому что они считают, что это стыдно как бы бегать за клиентом, вкладывать какие-то деньги, нужно сидеть и ждать, пока клиент не придет, ты сдерешь с него $3 и ты будешь молодец. Черт, это противоречит вообще всем маркетинговым принципам. Я просто сталкивался в работе с турками, и
Это очень тяжело. При этом я, ну, как бы тоже понимаю, что, ну, я не имею никаких там злых каких-то чувств к туркам. Я очень люблю этот народ. Они очень добрые, очень милые. Добрые. Вот, но как у всех тюрков, у них просто жадность их немного испортила, вот и все. Она всех портит. Ну, у них это прямо Да. вот... У всех тюрков, короче, узбеки, киргизы и турки, да, они, ну, просто у каждого народа, с каждой своей нации есть одна какая-то черта, которая сливает все в унитаз. Вот у русских это лень. Вот у русских это лень, да, Да, 100%. а у тюркской группы это страх. Страх, особенно страх, ну, допустим, перед хозяином, перед боссом. Страх смерти у них очень сильно выражен, гораздо больше, чем у русских. Да, у тюрков страх смерти гораздо больше. А у, допустим, монголоидной группы, да, то есть китайцы там и так далее, у них тоже страх, но смерти, но такой, знаешь, у них страх от бактерий, либо от подвижных транспортных средств. Да, вот они боятся вот этих двух вещей. Они боятся заразиться бактериями, и они очень сильно... Они ходили все с масками еще до ковида. Ну, Вот приезжаешь да, в у них, любой, кстати, да, это это. всегда было, да. А, собственно, и очень большой страх перед, допустим, машинами, поездами и так далее и тому подобное. Очень боятся припарковаться на обочине или еще что-то, перестроиться с ряда в ряд. Да, ехать на быстрой скорости, они всего этого боятся. Интересно. А у нас лень. А у нас лень. Да, мы ничего не хотим делать, и только лень привела нас туда, где мы находимся. Большинство, ну, наверное, да. Да, потому что проще поддержать, Проще, да. чем сделать что-то по-другому. Что-то по-другому, Да. пойти сказать кому-то. Лучше ничего не делать, чем что-то сделать. Вот, к сожалению, да, наверное. это Инициатива основная причина. наказуема. Это я говорил со знакомой, она сейчас в Москве, но я думаю, она долго там не задержится. Она была одной из немногих, кто выходила на все вот эти митинги в Москве, начиная прям вот с истории там, с Навальным, Болотной, вот это все. И прошлый год, когда все случилось, она говорит, ну приехало вообще не то количество людей. При том, что там всех на выходе из метро уже там ловили, там, заламывали и так далее. И это вообще не секрет ни для кого. Я думаю, все уже это понимают. Почему, что вот не хватает нашему народу, чтобы вот как в Аргентине народ выходит, по любому поводу. Им не нравится, что сейчас были отключения света. Помнишь, наверное, Да, там да, да. проблемы. Демонстрация против демонстрации здесь Да, даже проходит. демонстрация против демонстрации. Ну как бы, и их никто не трогает. У меня знакомые возили отца, он к ним прилетел в гости, возили отца в аэропорт и перекрыли дорогу в аэропорт, бастующие. И типа, и никак, им пришлось там какое-то время бежать, потом отца там сажать на мотоцикл к испаноговорящему, которому он не может объясниться. Ну, в общем, и никто ничего не говорит. То есть, что не хватает русскому народу, чтобы вот свое мнение уметь высказать? А я скажу, что я, кстати, долго тоже думала. Это же не лень. Нет, это не лень. Я поняла только, когда я съездила в Америку. Ну вот, и, кстати, я поняла, да, в Штатах, что изначально мы рассматривали с моей любимой девушкой иммиграцию в США, вот, потому что она преподаватель, она училась, работала в США, вот, и мы изначально туда, и вот мы туда приехали, и я сказала, извини, я здесь жить не могу. Так. При этом это было за год до войны. Вот мы вернулись 10 декабря. Штатах? Да. Почему не можешь? Потому что я тоже больна той же самой болезнью, чем больные. Вот почему ты задаешь вопрос, почему мы не можем жить по-другому? В Америке я поняла главную особенность, почему у них демократия. Да. Мы воспринимаем демократию как право. Наше право. Наше делать право, что-то. да, на наши там права, на нашу свободу и так далее и тому подобное. Они понимают демократию как ответственность. То есть И ответственность за отвечая свои да, решения. за все, вообще за за все, вообще за все, вообще за все.
Вообще за все. Мы когда пошли с ними в парк просто прогуляться в Сьерра-Неваде, я курю, и я в этом парке, ну, мы пришли, там какие-то камни, какой-то 4 июля было, День независимости, и мы поперлись, значит, на гору, чтобы Калифорния не тратит денег на богатый салют, а соседний Орегон тратит деньги, на салют, и мы решили с Калифорнии посмотреть орегонский салют, да. И вот мы, значит, приходим на эти камни, там, значит, 4 июля, вот этот салют, я беру сигарету, закуриваю, и мне мой друг говорит: ты не можешь здесь курить. И я говорю: почему? Он говорит: потому что это лес. Я говорю: ну какая разница, все в лесу курят, здесь же нету егерей, здесь же нету каких-то там шерифов, да, природных, кто увидит, что я курю. Он говорит: я вижу. Понимаешь? У нас нету вот этого «я есть закон». Я есть закон, понимаешь? Если никого вокруг не будет, вот если никого вокруг не будет, а если я вижу, что происходит правонарушение, я буду законом. Да. И это единственная, проблема, потому что, ну, из-за чего мы находимся там, где мы находимся. Но это очень связано с ленью, на самом деле, тоже. Связано, однозначно. Да, потому что ответственность – это труд, а безответственность – это лень. Да, это лень, вот и все. То есть все очень логично. И я поняла тоже, да, что меня жутко сильно напрягает то, что я вижу везде таблички, значит, а я плохо вижу. Я астигматик, зрение не мой канал. Я могу не увидеть табличку, а на табличке будет написано: если ты зайдешь на частный газон, мы будем стрелять. Вот. Я там не увидела в Портленде какую-то табличку, где было написано, что в море на камне микроорганизмы. Я встала на этот камень, да, я убила эти микроорганизмы. И у них там была трагедия. И я поняла, что меня безумно напрягает вот это количество предупреждений со всех сторон, да, что на меня это безумно давит, потому что я не привыкла к такому уровню ответственности, естественно. Это же нужно смотреть по сторонам, понимаешь? Что ты там смахнешь, рассыпешь, там, кого заденешь, там, и так далее. И я подумала, как я буду жить в этом. Ну, да. То есть вот как бы человек родился в Советском Союзе, вот, и вырос в России. Я полностью носитель этого же вируса, как и все остальные. Ну, как и мы. То есть, ну да, нужно работать над собой. Но я прекрасно понимаю, что когда тебе уже там 35-36, ты можешь что-то сделать. Но в корне поменять уже будет очень сложно, да. Поэтому ребята, которые выезжают из России 25, 27, там, 28 лет, пусть они выезжают, ради бога. Им еще ничего не поздно изменить. Они могут, они выросли в другое время. Они выросли уже интегрированными вот в это сообщество, да. Я там, ну, условно говоря, в 20 лет не было вообще никаких вообще шансов на то, что я покину территорию Российской Федерации. Была нищета, голод, разруха. Я полгода копила на зимние ботинки. Какая Европа, какой Диснейленд, какие вообще путешествия, какие 72 страны мне нужно жрать и работать от заката до рассвета, да. Вот. Ну, все мы от этого в свое время начали уходить, потому что понимаешь, что в жизни есть куда более интересные вещи, качественно и количественно другие, более весомые для тебя, для семьи, для твоего любимого человека. Смотри, будем завершать. Такой интересный вопрос для тебя, наверное, вообще супер интересный. Хочешь ли ты вернуться в Россию? Нет, я приняла уже решение, но я приняла его 24 февраля 2022 года. В 6:30 утра, когда я прочитала новости, что Россия бомбит Украину. Я приняла решение, что я покину страну и больше никогда в нее не вернусь. Никогда? Никогда. Ни при каких условиях? Никогда. Что должно случиться, чтобы ты такая: хорошо, вот, может быть, съезжу? Ничего. Знаешь почему? У меня есть аргументация. Представь, что твой любимый человек алкоголик. Мало того, что он пьет, он избивает тебя, он крадет у тебя деньги. Ну, как бы он постоянно, когда выпьет, ходит на площадку к соседям и избивает их.
ты от этого безумно устал, это происходит 23 года. Страны как люди. Какова вероятность, что твой любимый человек от этого излечится? Очень-очень низко. Он низкий, возможно, что он излечится, но всю жизнь с ним ты будешь жить, зная что каждый день, каждый какой-то момент может снова привести его в это состояние. Потому что он наркоман. Потому что он зависимый. Да, как героиновые наркоманы остаются, бывших наркоманов не бывает. То же самое с Россией. То есть ты имеешь право, как человек свободный, принять для себя решение, что ты не хочешь быть в абьюзивных отношениях с алкоголиком, наркоманом. Имеешь право? Имеешь полное. Страны как люди. То же самое. Круто. Ну вот и все. То есть я приняла решение, что я не хочу отношений со своей страной. Я ее очень любила. Ты мог любить своего любимого человека, мог очень сильно любить его, когда он пил и крал у тебя деньги. Я очень люблю Россию, я ей безумно благодарна за то, что мне подарила. Но у нас отношений никаких не будет, потому что это разрушит меня. А я хочу себя сохранить. И это мое естественное право человеческое. Полное право любого другого человека. Да, то есть, у нас у всех есть право быть с кем-то, и есть у всех право уйти. Слава Богу. Да. Слава Богу. Вот. Кстати, это право еще наша страна у нас не отняла. Спасибо на этом. И слава Богу, хотя бы на этом. Потому что я, если честно, я очень удивлена. Я думала, что это будет железный занавес, который брякнется просто вот так вот и все. Мы, кстати, тоже долго боялись с Дашей, с Димой, когда мы думали то есть уже о том, это хорошо, потому было что, понимаешь... Было стрёмно, что один день, все, и ты уже никуда. Потому что твой любимый там человек, да, который вот наркоманил, он может же еще тебя преследовать. Конечно. Он может тебя преследовать. Вот. А наша страна нас не преследует, она нас отпустила. И за это ей спасибо большое. Хоть на чем-то спасибо, да. Спасибо. Круто. Ну и последнее. Твой совет людям, которые собираются переезжать, и неважно куда, не обязательно в Аргентину, просто куда-то переезжать. Не бойтесь. Не бойтесь. Все. Правильно, бояться. Не бойтесь. Страх убивает все, а если ты идешь, даже как бы тебе тяжело не было, ты все равно ты все сделаешь. Да, трудности с деньгами, да, трудности с менталкой, да, трудности с культурным кодом. Ну что, не бойтесь. Ничто. Здесь тоже есть жизнь. Везде есть жизнь точно такая же. Прекрасная. Иногда она даже лучше, чем та, которой мы жили. Чем та, которая привыкли. Вон в Патагонии, да. Прекрасно в России, в Патагонии. Сегодня видели солнце, и снег, и дождь, и все в один день. Прекрасно. Спасибо тебе. Нет, тебе спасибо. Давай, пока.